Извечный вопрос. А существуют ли призраки? И если да, то как они выглядят? Можно ли с ними вступить в контакт и как это происходит? Этот вопрос сидит в голове у меня уже долгое время. Я сам пытался найти ответы, отправляясь в заброшенные места, обросшие легендами. Но, если честно, чего-то внятного завпечатлить так и не удалось. Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и это рубрика «Реакция», где мы вместе с вами смотрим страшные необъяснимые видео от очевидцев и пытаемся понять, где правда, а где фейк. Множество видео есть в интернете, где нам показывают, что людей преследуют призраки, не давая им покоя. Или это всего лишь привлечение внимания? Давайте посмотрим. Устраивайся поудобней, мы начинаем. Погнали! Итак, Первый ролик, Ночь, который мы сегодня темнота. посмотрим, был опубликован в ТикТоке пользователем, известным как «Паранормальное расследование». Кто И он это? гарантированно заставит вас никогда больше не хотеть жить в доме с балконом. Видео начинается Да ладно, довольно балкон обыденно. очень Мы крутая видим, штука. как женщина заходит в кадр, и в этот момент она складывает полотенца, которые сушились на бельевой веревке. Пока все выглядит нормально, но через несколько секунд после того, как женщина убирает белье, на балконе происходит нечто леденящее душу. Тоже. Посмотрите сами. Ай-яй-яй-яй-яй, как страшно. Никуя. Блин, все бы ничего, вот правда, все бы ничего, но челик, походу, с кем она живет, забыл с руки что-то снять. Вот присмотритесь, типа часов, браслет или еще чего-то. Вряд ли у призрака они были бы. Хотя это длится всего несколько секунд, если присмотреться. Можно разглядеть какое-то странное существо, Видите? которое ползет на четвереньках по балкону Ну, и заглядывает лоханулся, внутрь, ну, возможно, бывает пытаясь что-то. понять, куда делась хозяйка квартиры. Существо, о котором идет речь, похоже, имеет темные впалые глаза и худощавое тело, но из-за того, что оно скрыто в темноте, мы не можем разглядеть другие его черты. Так тупо. Даже видно, что это маска, ну, одета прям, да, по плечи, на майку прям, причем сверху. И у меня больше еще вопрос. Ты белье снимала под ночной камерой. То есть, когда ночная камера при свете, она немножко не так вот это все видит. И получается то, что она что, в темноте снимала белье? Чё? Что вы думаете об этом, ребята? Возможно ли, мы что на думаем? балконе этой женщины ползало потустороннее существо, или здесь замешано что-то еще? Мне кажется, здесь замешано Обязательно что-то еще. напишите мне свои мысли Паренек. в комментариях ниже. В сентябре 2006 года ютуберша по имени Мисс Лаура Б. опубликовала на своем канале жуткое видео, которое с тех пор пугает людей в интернете. В этом видео мы слышим, как Лаура рассказывает о том, как она с командой операторов снимала заброшенный и, по слухам, населенный призраками дом, который находится где-то в Торонто. Ага. Человека я спалил 52 подписчика и 2 видоса. Это ее дебют. Which has clearly seen some significantly better days. Other than the rundown state of the place, though. Такое ощущение, как будто она снимает на супер приближении на зуме. Но все изменится в считанные секунды. Посмотрите это видео. Здесь еще больше разрушений. Стены буквально разваливаются на части. Все здесь просто отвратительно. Я не знаю, что здесь происходит. Смотрите, здесь в стенах дыры. Дыры в стенах. Это просто. О боже. Что? Внезапно из глубины дома раздается громкий стук, к большому удивлению Лауры и оператора. Что-то еще очень пугающее. Если присмотреться, то можно увидеть призрачную девочку, которая убегает. От чего она пыталась убежать?
You can make out some kind of a ghostly girl running away. What could she have possibly been trying Кто-то to в run кадр away from? попался лишний, да и Пыталась ли все. она спрятаться от Лауры и оператора, или с этим призраком Or was что-то there не так? something malicious going on with this ghost? С этим К призраком что-то сожалению, мы, не так, скорее он всего, не никогда туда не попал, узнаем не в тот ответа. дом. Заблудился, бедняга. Пользователь Reddit по имени Appalachian Queen опубликовал видео на популярном сайте, посвященном призракам, в котором он показал запись с камеры видеонаблюдения, сделанную в его доме. Угу. Рассматриваемое видео длится всего 4 секунды, но 4 этого более чем секунды. достаточно, Ну-ка. чтобы напугать вас. Как Посмотрите напугать за внимательно на 4 кадры секунды и обратите называется. особое внимание на дальний угол комнаты, чтобы понять, не заметили ли вы чего-нибудь странного. Ну-ка. О, опять тень прошла. Сколько раз мы уже... Вы это Did you видели? see it? На полу можно Sometimes заметить apparition какое-то can be seen привидение, walking которое slowly медленно across the На полу. передвигается, а before затем instantly исчезает в vanishing воздухе. into thin air. Ну, здесь Это вот просто стандартно. Два варианта. Либо это наложенный какой-то эффект, либо там реально кто-то прошел, но и опять из-за частоты кадров вот так вот. Хотя я сомневаюсь, что так близко именно из-за частоты кадров. Тут, мне кажется, монтаж. Там, конечно, вы думаете, как бы сами, привидение но... выглядит так, как будто оно тоже старое. Старое привидение просто. Поэтому Песок автор видео сыпется, особо не утверждает, что ее проявляется. соседка по комнате абсолютно уверена, что это дух ее матери. Автор видео также утверждает, что в какой-то момент она заметила пару очков, а мать ее соседки по комнате действительно носила очки. Чё? Кроме того, автор видео подтверждает, что в момент Можно записи увидеть видео в очки. доме никого не было. Ну, это логично. Это... Итак, что вы думаете, ребята? Это видео с камеры наблюдения доказывает, что Где там очки? Как это разглядеть, блядь? Очки, блядь. Это точно очки. Вот представляешь, диалог двух девчонок, ну, сожителей, да, там они, я так понимаю, вместе живут. Такой, о, дух, слушай, да это по-любому, наверное, дух моей матери. Очки. Там очки видно. к Наверное. вам приходил кто-то из близких? Или вы думаете, что это все подстроено? Обязательно Или дайте мне знать. мистификация. Следующее видео, которое мы сейчас посмотрим, было опубликовано в ТикТоке в июне 2024 года женщиной по имени Кимберли. Если вы собираетесь сегодня лечь спать, то я бы на вашем месте отвернулся от экрана. В видео Кимберли объясняет, что ее матери не было дома в момент записи видео, потому что ей нужно было сходить в церковь. Это Церковь важная сходить. информация, Матери которую вы нужно было в сейчас церковь. услышите, Ага. и увидите, почему она была необходима. В этом видео мы видим, как Кимберли сидит в комнате и с ужасом прислушивается к звукам, которые доносятся из-за двери. Так, допустим. Прислушайтесь. ¿Qué? ¿Qué? Sacándome las cejas. Я не пойму, она одна или нет. Sí. В какой-то момент на видео слышно, как Кимберли разговаривает с кем-то за дверью, и этот голос очень похож на голос ее матери, но на самом деле это не ее мать. На видео мы также видим, как Кимберли хватает первое попавшееся под руку оружие, а именно ножницы, чтобы защититься, если в комнату войдет кто-то чужой. Из-за событий, произошедших на видео, многие люди подозревают, что Кимберли столкнулась с мимиком. Позже Кимберли опубликовала видео с подтверждением, что ее мать была в церкви в тот момент, когда мимик разговаривал с Кимберли через дверь ее спальни. Это определилось. Ну вот просто тот случай, когда ты не можешь вот так вот взять и сказать, ну да, наверное, как зрители, вот то, что она выложила, такие, блин, да по-любому это мимик. Я в фазмофобию играл, он точно такие же действия делает. Разговаривает через дверь маминым голосом. Неважно каким маминым, но маминым.
Я написала ей, и она перезвонила мне, потому что она была в церкви, а я не ответила, А. потому что была в туалете. Но она спросила, что случилось? Я сказала ей, что это она стучала в мою дверь, но она сказала, что это не она, и я ответила, ладно, значит, это была не она. Я не знаю, что произошло. Ладно. Я в замешательстве. Это видео действительно было ужасающим, потому что оно показывает, Ну, что в как-то нашем фиг жутком знает. и извращенном мире никому и ничему нельзя полностью доверять, даже если это голос нашей матери. Следующий ролик был опубликован 3 января 2010 года на канале юной блогерши Everlast Live и демонстрирует, как она и ее подруга пытаются установить контакт с призраком. То, что произошло дальше, шокировало их обеих. Так, Примерно на второй минуте ролика девочки трижды просят духа постучать. Сначала кажется, что дух не собирается отвечать на просьбу девушки, но затем происходит вот что. Если здесь есть призрак, постучи дважды. Стук, 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 стук. Боже мой, я, кажется, сейчас уйду. Они что, собираются? Они собираются уходить? Рыба? И действительно, откуда-то неподалеку они что, собираются уходить? Рыба! Трах и мат нахуй призраку. Ну, только рыба. Они в домино просто играли. Блин, очень, видимо, старое видео. И непонятно, они сейчас в темноте или они сделали бесцветную картинку. Что-то понятно. раздается негромкий стук. К большому удивлению двух подруг, которые, похоже, тоже напуганы, что вполне объяснимо. Мне кажется, напугана только Затем одна. друзья пытаются продолжить разговор с духом, но тут их что-то пугает. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. У меня есть книга. Боже мой, это была книга. Книга с полки. Эта книга только что упала с полки, клянусь Богом. Боже мой, я здесь. Боже мой, кажется, что-то движется по ковру. Что это? Я не вижу. Подождите. Смотрите, смотрите, смотрите. Боже мой, книги. Боже мой, смотрим. книги. Книги оживают. Боже мой. Может, нам Вы уйти? в Хогвартсе, что ли? Боже мой, оно приближается к Бриане. Оно остановилось. Оно остановилось. Оно. Так. Где оно? Вот здесь? Подождите, дайте мне увеличить. Да, вот так. Вы можете это прочитать? Что там написано? Я не знаю, Не, что вряд ли. там изображено. Видно, как книга падает на пол, и несколько раз в течение видео по какой-то непонятной причине она приближается к девушкам. Но прежде чем девушки заканчивают видео, дух пугает их еще раз, возможно, пытаясь сказать им, чтобы они перестали его беспокоить. Посмотрите это видео. Не знаю, выглядит ли это пугающе. Боже мой. Что-то в моей... Боже мой. Это видео снято так давно, что я не могу не задаваться вопросом, чем занимаются сейчас эти настоящие друзья, и пытаюсь... Да, я к тому, что ты прав, ты задаешь очень интересные вопросы. Во-первых, видео снято очень давно. Это, наверное, тот случай, когда самые страшные видео, наверное, оттуда, потому что тогда было сложно сделать что-то на монтаже. То есть нужно было вот эту мистификацию делать как-то делать. И понятно, что здесь везде темно, и с ними мог быть кто-то, кто вот это вот все сделал, и они на камеру там и все, и видео типа получилось. Но неужели они додумались, да? Ну, то есть, что я, блядь, говорю, что они тупые, что ли, чтобы не обмануть нас? Если они когда-нибудь повторить нечто подобное. Скорее всего, мы никогда этого не узнаем. Женщина по имени Розанна опубликовала на своем аккаунте в ТикТоке видео, в котором говорится, цитирую, «Там черная дыра. Я не знаю, что со мной происходит». Где там? Видео будет таким еще несколько часов. Че ты там Конец сняла про цитаты. какой-то черный... Это, мягко говоря, дыру? довольно странное заявление. Посмотрите видео, которое она сняла в своей спальне, и вы увидите, как там страшно. Давай. Да мы ищем это. Пакет. Лица. Ого. 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 Шкаф похож, как у тех девочек, который был, только без ковра. Пол.
Ну и все. А, нет, не все. Знаете, еще раз сумка зашевелится. Ого-го. Как вы можете заметить, в доме происходят Что-то паранормальные странное явления. вообще. Например, сами по себе двигаются предметы, а свет то включается, то выключается. Во втором видео, которое загрузила Розанна, вы можете увидеть еще более странные вещи, происходящие в ее доме. Прошу заметить, Посмотрите. они не двигаются, они падают тупо. Ёп. Вот эта штука разве не Она наблюдает чисто за ней? Ой, ёп. Вот сейчас у меня ощущение, как будто именно вот это падение вот этих вот этих, что это было? В Будто самом я начале видел. видео вы можете увидеть, как двигаются голова манекена и тарелка, а также как они словно сами по себе перемещаются. В какой-то момент видео кажется, что голова манекена поворачивается вслед за Розанной, что, на мой взгляд, просто ужасно. Что вы думаете о том, что происходит в доме Розанны? Я думаю, что все это можно было как-то подстроить. То есть тот же самый пакет, который можно за нитку через дверь один раз дернуть, и он будет так болтаться, как раз как он и болтался до того момента, пока не остановилось. Книги поспихивать также можно. Наверное, посложнее, возможно, это сделать, но возможно. То, что там происходило, ну, вы сами понимаете, подставил какую-то картинку специальную, ну, грубо говоря, и сзади нее свет бомбанул, помигал им там. Вот тебе отображение. Голова, она крутится на этом пьедестале, то есть я понимаю, что технически можно как-то придумать, просто сейчас выдумывать не буду как, но как-то элементарно, мне кажется. Ну и эта фигня, которая упала, это все как-то, ну, простенько. Все, вот в этих видео всегда загадочно, если вообще не рассказывать лучше ничего. То есть не говорить о том, что ой, а у нее там, а у нее это. Просто как будто, знаешь, если видео посмотреть, что-то случилось, и сам сиди и додумывай. Вот, наверное, от этого будет дико страшно. Мне кажется, что это похоже на фильм о Меган или Чаки. Да. Давайте просто надеяться, что с этой жуткой головой манекена больше ничего не случится. Давайте, будем надеяться. Деревня Инунаки – это японская городская легенда, возникшая в 1990-х годах. В ней описывается таинственная деревня в Япония. префектуре Фукуока, жители которой, как говорят, агрессивно отвергают законы японской конституции. Предположительно, деревня находится недалеко от горы Инунаки и горного Инунаки. перевала Инунаки. Точное Козинаки. местоположение этой деревни остается неизвестным. Примечательно, что настоящая деревня Инунаки, не имеющая отношения к легенде, существовала с 1691 по 1889 год. На въезде в деревню висит рукописная табличка, которая якобы предупреждает, что здесь не действует японская конституция. Чтобы Ну. добраться до деревни, нужно проехать по небольшой немаркированной дороге за старым туннелем Инунаки. Мгм. Легенда, возникшая в начале 1970-х годов, рассказывает о молодой паре, чья машина сломалась по дороге в Хияму. Так. В поисках помощи Прям кино. они забрели в лес и наткнулись на деревню, которая казалась заброшенной. Они встретили сумасшедшего старика, который приветствовал их как аннунаков, а затем жестоко убил их серпом. Нормально. Еще одна история, связанная с деревней Инунаки, касается телефонной будки возле моста Инунаки, в которую предположительно по ночам звонят из деревни. Любой, кто отвечает на звонок, подвергается проклятию и переносится в деревню, где он постепенно теряет контроль над своим телом и разумом, прежде чем в конечном Вот откуда итоге Silent умереть. Hill придумали. Старый туннель Инунаки, построенный в 1949 году и заброшенный после открытия нового туннеля в Ой, только не говорите, что мы это 1979 видели. году, историю считается не знали. заброшенным из-за его связи с несколькими убийствами.
В 1988 году 5 мужчин похитили, подвергли пыткам и сожгли насмерть заводского рабочего в туннеле. В настоящее время туннель закрыт, а в 2000 году на близлежащей плотине было найдено еще одно тело. На этом видео, опубликованном японским каналом YouTube, видно, как мужчина подходит к Такого мы старому не туннелю видели. Инунаки, где его встречает нечто, что пугает его и заставляет немедленно уйти. Взгляните на это. Тот случай, когда есть смысл в рассказе. То есть обычно стандартно, да, вот, ну, условно там возьмем, есть какие-то девочки, они почему-то начали снимать что-то, ну, то есть играться, блядь, что ли, с этими призмами. Ну, короче, что-то в основном стандартное. А тут прям нифига себе истории там, и телефонные будки всякие заманивают людей, и убивает дед серпом всех. Ну, короче, мистификация. Хорошо, нам нужно это сделать. Ну, давай это сделаем, бро. Это сидит... А, это кто-то сидит? Это был просто какой-то человек, сидящий там на кирпичах. Только или это история было ради жуткое того, чтобы призрачное чел не существо. смог подойти. В любом случае, это было достаточно тревожное зрелище, чтобы загрузчик немедленно развернулся и ушел, что, вероятно, было лучшей идеей. Чему? Зная жуткую историю этой деревни, хватит ли у вас смелости подойти Да. поближе? Так, отели В июне какие-то, да? 2024 года мужчина по имени Дастин Ли Фрейзер загрузил в свой аккаунт в TikTok видео, на котором он записывает видео, снятое камерой видеонаблюдения на его рабочем месте. Так. С самого начала видео происходит нечто по-настоящему пугающее, от чего Дастин начинает задыхаться, и в итоге он выходит из комнаты охраны и обходит здание, чтобы выяснить, в чем дело. Ну-ка, давай показывай. Взгляните. Не помню, видели мы такой, нет, но вроде нет. Вот там кто-то сидит, типа. На камере наблюдения можно увидеть, как Вот делая как раз вот эти быстрые движения, в этот момент просто можно как раз ну, сделать монтаж. какую-то призрачную фигуру, но когда Дастин выходит из комнаты, фигура исчезает без следа. Затем Дастин осматривает здание и возвращается к камерам наблюдения. И там То, уже что никого. он видит на камере, поражает. Ладно. А почему там темно? Призрака там тоже нет, но на другой камере наблюдения видно, как открываются двери. Дастин осматривает помещение, но двери закрыты. Когда он возвращается к камерам наблюдения, он видит вот что. А реально, а там было светло. Опа, и вот он. Это не было, это стало светло. Не знаю, как вы, но если бы я выиграл кроссовки Дастина, я бы немедленно уволился на всякий случай. Если бы я выиграл кроссовки Дастина. Зачем? Смотрите, как, опять же, как можно было бы снять, чтобы более удостоверить человека в том, что это правда происходит. Там было видно, что когда он заходит в эту комнатку, где стоят мониторы, видно с запозданием, как он туда заходит. То есть на его месте, чтобы создать эту правдивость, скажем так, я бы попытался сделать так, чтобы моя рука или там тело мое было бы видно в телефон, то, что я снимаю, там никого нет, и одновременно показывать камеру. Вы, наверное, скажете, ну, блядь, где взять 2 телефона? Ну, ладно, хотя бы ногу вытащить. То есть показать со своего телефона, снимать камеру, телевизор, вытащить там ногу или какой-то предмет, грубо говоря, чтобы было видно, что на одной картинке одновременно сидит женщина и его нога там шевелится, например, и вот он оборачивается, да, и там вот его же нога, грубо говоря, он смотрит в коридор. Ну, вы, надеюсь, меня поняли, я объяснить попытался.
Следующий Северный пост был олень. опубликован пользователем Reddit под ником Trus is Fiction It и демонстрирует кадры из документального Явно нам фильма ничего о не природе покажет. под названием «Великий Север». На первом кадре запечатлен красивый О, момент, Великий когда Север. несколько северных оленей бегут вдоль берега водоема. Это выглядит просто потрясающе, и вы наверняка думаете, как это может быть страшно. Но затем Не кайф. совершенно неожиданно появляется вот что. И бах, олени полетели. Я увидел. Вы это видели? Да. Примерно на отметке 2 часа 4 минуты в видео можно увидеть нечто похожее на высокую волосатую фигуру, которая идет рядом с оленями, а затем исчезает. Многие считают, что это может быть снежный человек из-за его внешнего вида. Почему это не Конечно, может быть вполне охотник? возможно, что это просто обычный человек, который прогуливается рядом с животными. Но это, конечно, довольно странно. Зачем этому парню Подозрительно. понадобилось находиться рядом с оленем? Это не укладывается в голове. Но что вы думаете Мне по кажется, этому поводу, это, ребят? наверное, Вы охотник. думаете, что этот, В чем здесь казалось бы, мистика, обычный не понимаю. документальный фильм о природе случайно запечатлел неоспоримое доказательство существования снежного человека? Обязательно напишите мне в комментариях. Или вора. 7 июня 2009 года женщина по имени Афина Дезире выложила видео на YouTube-канал, в котором запечатлены великолепные кадры, снятые в Миртл-Бич в яркий летний день. Сначала все выглядит совершенно нормально. Возможно, кто-то из вас даже смотрит это видео и хочет поехать туда, чтобы насладиться последними летними деньками. кайфануть. Но, может быть, вам стоит подумать еще раз. В какой-то момент Афина направляет камеру на стеклянную дверь своего дома, расположенного рядом с пляжем. И именно в этот момент можно увидеть нечто совершенно ужасающее. Ну-ка. Пляж, красота и... Опа. Если вы присмотритесь, то сможете разглядеть в окне какое-то жуткое призрачное лицо. Да, Афина дайте, вот Афина, и тут сейчас, наверное, будет сказано так, что, скорее всего, она была одна в номере, она поехала отдыхать одна, у нее детей нет, и вообще, ну как она могла быть с кем-то? Мне, например, кажется, что она была там не одна и просто засняла на тот момент. Причем, зачем ты снимаешь стекла отеля, блядь? Вот ты нам показала пляж, хреняш и прочее. И такое ощущение, как будто специально снимает. Обычно, если бы я хотел бы там, допустим, снимал бы пляж, все дела, и потом мне нужно, к примеру, снять там что-то в номере, я бы повернулся и пошел бы к дверке в номер, чтобы показать, что там. А не вот так вот специально проводил, чтобы типа хоп, запечатлить кого-то. Да ну бред. говорит, что в момент съемки она не заметила этого лица и только просмотрев видеозапись позже, увидела в окне призрачное И была лицо. одна. Что произошло после того, как она заметила призрака на видео, неизвестно, но можно предположить, что она как можно скорее покинула квартиру. Ну да. Мгм. Как Так она, что- блядь, покинула квартиру, если она увидела это только потом, там, на съемке, а когда она пересматривала? Прям сразу такая, блядь, дай посмотрю, как я пляж отсняла. Уже это было какая-то призрачная сущность, скрывающаяся в квартире Афины, или что-то менее Или зловещее. любовник. Давайте надеяться на последнее. В июле 2022 года пользователь YouTube Dina Nugget 741 опубликовал видео, в котором он показывает свой дом и рассказывает о некоторых пугающих вещах, с которыми он столкнулся. Примерно на 5-й минуте видео, когда он бродит по подвалу, он слышит наверху какой-то шум, который его пугает. Мы только что были там наверху. Там слышно, кто-то бегает. А он, естественно, один, да? Спустя примерно 30 секунд он снова пугается, когда слышит это. Я устал от этого дерьма.
Огнетушителем дверь подперта. Несмотря на то, что происходит нечто ужасное, автор видео продолжает свое расследование и ходит по дому с включенной камерой. Как дебил. Но не успевает он далеко уйти, как происходит еще один инцидент. Ну-ка. Со всех сторон, блядь, его. Что там телек? Маленький. Главное, из вооружения у него... Но прежде чем этот... видео заканчивается, автор видео снова пугается, когда Горит. в подвале снимает на камеру верхний этаж и замечает нечто ужасающее. Что за чертовщина? Свет выключен. Да, что за чертовщина? У меня мало света. Ну, О бля. боже мой. Наверху лестницы стоит какая-то черная фигура. Что это за фигура и чего она хочет, остается только догадываться, но ничего хорошего от нее ждать не приходится. Твою Будем ж надеяться, мать. что этому ютуберу наконец-то удастся обрести покой. В магазине Иго в Бромптоне, Австралия, есть кое-что необычное, что Магазинчик. придает интригующий оттенок привычным еженедельным покупкам. Так. Предыдущий владелец сообщил нынешнему владельцу, что в магазине водятся привидения. Сначала он не поверил в это, но после того, как на записи с камеры Представь, да? видеонаблюдения было зафиксировано нечто необъяснимое, Решил ты такой открыть бизнес. Такой думаешь, блядь, сейчас вот открою пятерочку, короче, и все у меня будет. И тут такой находишь объявление, где тебе, типа, готовый бизнес под ключ. Там. И владелец тебе просто такой заявляет, слушай, тут у нас призраки водятся, ну ты не переживай, это как бы там, ну, скидочку сделаю, и все будет нормально. Представь. происходящее в магазине. Коробка падает прямо на пол. И чё? На первый взгляд, эта запись может показаться не очень важной. Упавшая коробка – обычное дело. Ну да. Однако, если учесть некоторые обстоятельства, это становится более тревожным. По Давай. словам владельца магазина, перед тем, как была сделана эта запись, в магазине все было в идеальном порядке, а персонал уже ушел домой. Так. Рассматриваемая коробка с конфетами стояла на одной из полок, но в итоге оказалась на другой стороне прохода, что говорит о том, что ее не просто уронили, а перебросили с одной полки на другую. Так. Проблема в том, что у нас нет записи с камеры наблюдения в том месте, где изначально стояла коробка, поэтому вполне возможно, что кто-то спрятался там и перебросил коробку. Вот именно. Но кто стал бы прятаться в пустом магазине, чтобы устроить такой розыгрыш? Если бы это был кто-то, кто хотел устроить беспорядок, он бы сделал Разве что-то это не более маркетинг-ход? эффектное. Так что это пример сверхъестественных явлений в супермаркете или дело рук недовольного работника ночной смены. Мне кажется, это хороший маркетинг-ход. Ему сам тот предыдущий владелец подал как бы типа идею, наверное. Типа, у нас тут призраки, но вы не переживайте. Может быть, они что-то там тоже, не знаю, видели. Ну, короче, не суть. И ты такой покупаешь, такой, блядь, как бы привлечь клиента. И ты такой говоришь о том, что у нас мистический магазин. Думаете, не найдется людей, которые попрутся туда просто хотя бы это как-то почувствовать, узнать или еще что-то? А что они вот битву экстрасенсов, например, не выделили? Странно. Который был в отпуске, отдыхал на пляже и наслаждался жизнью, вдруг увидел на экране камеры видеонаблюдения, что он никак не ожидал увидеть. Мгм.
Недавно может с быть. этой семьей произошла похожая ситуация, и они до сих пор не могут понять, что же произошло в тот день. Что? Это он рассказывал до, что было уже, Движение и помните, свет в когда доме, кто-то отдыхал где-то, и нам показывали, как там шевелилась какая-то дверь, двери, по-моему, двойные закрылись, еще чего-то. И он типа подколол этот случай, что мы уже видели, когда кто-то уезжал на отдых. Давай посмотрим еще раз. который, как предполагалось, был Точнее, пуст, другое. заставили нас пересмотреть видеозапись, чтобы найти объяснение. Ага. Вы тоже заметили фигуру, которая прошла мимо зеркала? Это говорит о том, что дом, возможно, не был пуст. Да-да-да. Еще одно интересное наблюдение. Форма окна на двери изменилась с овальной на квадратную. Кроме того, перед тем, как включился свет, была замечена внезапная синяя вспышка, которая обычно используется для маскировки ошибок при монтаже. Хотя, возможно, это просто переключение камеры с инфракрасного на видимый свет. Когда мы стали изучать дополнительные кадры в надежде найти объяснение, мы обнаружили, что попали в водоворот странных событий. Пожалуйста, посмотрите видео сами. В водоворот событий сейчас мы попадем. Так, кто-то прошелся, открыл-закрыл дверь. Ага. На видео вы увидите, как выключается свет, и окно на двери снова становится овальным. Похоже, что присутствие света меняет восприятие реальности. Если это не классический случай обнаружения несоответствий, правда. то что же это? Видеозапись предоставляет дополнительные доказательства того, что в доме кто-то был, пока семья отсутствовала. Как можно объяснить, что свет выключился, если в доме не было таймера? С чем они столкнулись? Может быть, это был хитрый полтергейст, который бродил по дому, не привлекая к Или себе вор. внимания? Или, возможно, это был злоумышленник, который умело скрывался от камер видеонаблюдения, пока хозяев не было дома. Тем не менее, мы не должны исключать вероятность того, что источником этих явлений может быть сама семья. Друзья, хочу напомнить, что если вдруг у вас есть какие-то страшные видео, которые мы еще не смотрели, или, может быть, вы запечатлили что-то сами, присылайте их в телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании. Ну а я надеюсь, что тебе понравилась эта подборка, и ты нашел для себя какие-то впечатляющие видео, от которых у тебя пошли мурашки по телу. И если так, то обязательно оставляй свои мысли в комментариях. Я с удовольствием почитаю их. А у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.